Здравствуйте, ребята! Мы находимся с вами в Новой Боровой. Мы нашли хорошую площадку. В общем, хорошо быть собакой в Минске. Удобно спать, если ты перебрал. Прям иллюстрация ко всем тем постам, которые я пишу. Видишь, у них уже лестницу всю почти размыло. Стол стоит под уклоном. Смотри, ты кладешь шарик, а он скатывается сюда. 3! Как страшно! Друзья, всем привет! Мы с вами в Минске и сегодня будем смотреть новые районы. Новые хорошие районы, и мы находимся с вами в Новой Боровой. Мне много лет уже пишут про этот район. Здесь несколько кварталов, и люди, которые мне его присылали, они присылали его как пример хорошей современной застройки, которая сейчас в Минске есть. Разнообразная архитектура, закрытые дворы без машин, хорошие детские площадки, говорят, даже есть неплохие подъезды. В общем, сейчас будем смотреть, что здесь происходит, и смотреть мы будем со Светланой. Привет. Привет. Светлана директор Руководитель всего. компании, Босс. который Ты босс. Big Boss, который Big Boss. занимается Да. То есть строительством этого района. ты здесь причастна ко всему. Ко всему. Да. Офигеть. Знаю все, что Сколько- здесь происходит. Сколько лет, давай сразу, сколько лет вы все это строите? Новый Боровой. В Да. этом году как раз 5 лет. Вот 5 5 лет лет. назад появились первые дома. Да. То есть 5 лет строите, сколько сейчас здесь домов, кварталов? Здесь сейчас 1, 2, 3, 4, 5 кварталов. Угу. Один из них вот прямо сейчас будет вводиться, и люди будут получать ключи. И всегда наш подход к продукту, к клиенту отличался от того, что было на рынке. И, в общем-то, для нас это не удивительно, что в таком большом девелоперском проекте, жилом комплексе, изначально, когда мы только начинали, мы сразу для себя определили, что строить будем иначе. Мы собирали идеи с разных стран, с разных интересных проектов. Очень красиво. Мы же хорошие ищем, очень, очень здорово. Это кто придумал? Подсмотрено, назовем это так. Есть в какой-то европейской стране, не знаю, я листала ленту какого-то мальчика, увидела, говорю, давайте сделаем так. Так, это самый красивый детский садик в Минске. Мы-то считаем точно, что это самый красивый. Я бы сказала, наверное, не вопрос даже в красоте, а вопрос в подходе. В принципе, вот это детский сад на 150 деток. Он частный или государственный? Он государственный. Мы строим и передаем все объекты социальной инфраструктуры государству. В отличие от домов, они, кстати, вывели уровень первого этажа на уровень земли. Да, удивительно, почему они с нуля строят и не могут сделать, чтобы подъезд был на уровне земли. То есть, вход они сделали здесь на уровне земли, но здесь все равно идут дальше ступеньки. Здесь тоже идет лестница, при этом с этой стороны вообще какая-то непонятная. И как-то все это очень, очень странно. Почему нельзя делать на одном уровне? Видно то, что наняли дизайнера, который делал здесь подъезд. Все получилось так модно, стильно. Мы ищем недостатки. Нас пустили здесь погулять, пока никого нет, поэтому мы сейчас будем искать недостатки и ко всему придираться. Вот из-за того, что у них уровень первого этажа не на уровне земли, они сделали эти терраски, но терраски, они вместо того, чтобы быть на уровне земли, они все приподняты. Но есть определенные требования и нормы, даже если ты выводишь его вниз, потом у тебя внутри получается сколько? 15 ступенек, потому что ты должен подняться. Не менее 60 сантиметров от земли должно быть окно первого этажа. Ниже ты сделать не можешь. Это у вас Это норма, которая не менее скольки? 60. 60 сантиметров это нормально, если у вас пол на уровне земли. Но ты не можешь выйти тогда из этого окна. А дверь ты не можешь делать. Как ты? Я тебе еще раз говорю, что вот этот проем, Хорошо, он не может быть ниже. Детский сад как получился? Так, а детский сад это не жилое помещение, то другие есть- требования к проектированию. здесь можно? Конечно. Ой, это дети, они здесь выращивают, да? А это дети выращивают. Вот это Зерновые. огородики, не знаю, видели там или нет. Мы такую штуку сейчас и в Перец. благоустройстве делаем. То есть, Лук, капуста. вот здесь небольшая игровая зона. В общем-то, здесь, когда родители уже... Понятно, что здесь, мы не видим людей, потому что в основном дети, конечно, проводят время в групповых. Но вечером, когда родители забирают детей, здесь можно чуть-чуть потусовать. Музыкальное Слушай, такое, очень в общем-то, здорово. тут как бы, вот такое вот пространство, просто открытое, просто чуть-чуть декорированное. Здравствуйте, ребята! Мы с вами в детском саду. Вот Потрясающе. такие у нас НЛО, которые коров воруют. Ну и как вам тут? Хорошо. А что нравится больше всего? Кто сказал все?
Ты сказал все, тебе каша нравится? Да. Так, подожди. Тебе нравится каша? Вот. Детский сад. Двухуровневые группы. Детский сад потрясающий. Так, дети, включайте телефоны, у вас есть шанс снять классный ролик и получить много просмотров на Ютубе. Давай. Сейчас дядя разобьется. Ну давай, хорошо. раз, два, три. Как страшно. Слушай, я ж мог упасть. Ну, вот эти вот все штуки, это тоже в тему космоса. Ну, просто, чтобы такой вот, когда видишь такой размер, знаешь, такой... Приватные туалеты? Что, нельзя было просто дырку в полу сделать? Ну, не, ну, Как в моем наверное, детском можно саду. было, конечно. До работы все свои ребята развешивают. Я так понимаю, и родители могут посмотреть, ну и сами посмотрели друг друга. развешу? Ну, давай. Это ты? Да. Пойдем посмотрим остановку, потому что у нас здесь не только красивые дома, но и красивые остановки. Самые красивые остановки в Минске, как говорят. Сейчас мы проверим. Очень здорово. Есть зарядка для USB, есть укрытие от ветра, лавочка, удобно спать, если ты перебрал и долго ждать. Остановка невероятной красоты. Карта просто потрясающая. Мы на какой остановке находимся? Скажите, пожалуйста. Сейчас я вам скажу. Вот так. Михаила Миля. Михаил, у вас нет маркера? Нет. Давайте, где остановка Михаила Миля? Где мы находимся? Это вам кажется, что мы здесь? Нет, мы здесь находимся. Мы здесь находимся. Да. А давайте подпишем «Мы здесь», чтобы следующие люди, они... Так, дизайнер. На схеме всегда круто, когда ты обозначаешь, где мы находимся. Да, и куда мы отсюда можем уехать. В Новой Боровой все дворы закрыты, есть более крупные дворы. Ну, то есть в каждом дворе разная концепция. Так, вот здесь хорошая детская площадка, вы ее сами проектировали. Эту площадку проектировали сами и сделана она по индивидуальному проекту. Ну, вот, в общем-то, горки это компановские. Ну, просто каждый двор имеет какую-то свою направленность. Вот здесь он меньше, поэтому здесь акцент сделан на большой вот этой детской площадке. И это тоже объяснимо, потому что здесь больше двухкомнатных, трехкомнатных квартир, больше детей. Все зависит в целом от концепции двора, от того, кто здесь будет жить, ну и, соответственно, проектируются те зоны, которые должны быть в этом дворе. Хорошо, а пока мы здесь находимся, я сразу спрошу, это мне просто интересно, а почему не делаете нормальный газон? Нормально, что ты имеешь? Ну, рулонные. Если честно сказать, это вопрос сейчас такой в эксперименте у нас. Мы смотрим разных подрядчиков, мы смотрим разные вот эти семена, потому что последние садили из Дании. Там есть нюансы. Что вот это такое? Кто его обслуживает? Кто за него платит? То есть просто вы сделали какие-то бесполезные куски земли, которые кто-то должен эксплуатировать и платить за это деньги, а толку от них нет. Здесь практически нету этой бесполезной земли, которая в том доме. Вот даже в этом доме, да, вот в этом доме там какая-то бесполезная земля, которую они огораживают елочками. А здесь хоть понятно, кто это эксплуатирует, кому принадлежит. Блин, класс, обожаю большие балконы. У нас редко вот увидишь большие балконы, а здесь они прямо такие вот сделали. Зарядка. Зарядки. Очень здорово. А где она открывается? Что надо сделать с этой штукой? А, все, с другой стороны. Да, видишь? По мобильному приложению. О, горка. Горка. Но это въезд паркинга на самом деле. Слушай, и мы его все равно, решили чуть-чуть обыграть. Да, так, все, вот это круто. Вот то есть он я вообще думал, ты сейчас такой. спустишься с горки. То есть, типа, ты там падал, я теперь с горки спущусь. Надо что-то сделать. Нет. Как вам горка? Классно. Отлично. А на чем вы с ней съезжаете? На чем съезжаете? Компан делают хорошие и очень дорогие детские площадки. Но есть одна проблема у всей этой конструкции. Кто вот меня постоянно смотрит, они эту проблему знают. Нельзя делать детские площадки, это большие детские площадки, нельзя их делать под окнами. Потому что вот у проектировщиков, кто вот это придумал, в аду под окном будет такая детская площадка. И дети, вне зависимости от времени суток, они будут там кричать, играть и беситься. И еще приходить с соседних дворов. А сколько здесь квадратный метр стоит? По-разному. Сейчас, наверное, где-то в среднем от 1200, ну и выше. Вот 1200 это без отделки? Без отделки. Есть квартиры с парковочным местом сразу. Вот это самые любимые качельки взрослых и детей.
такой завалился, и кто-то даже спит. Велопарковки, ну вот видел, наверное. Причем, если здесь мы делали по одной велопарковке, то уже дальше практически на каждую квартиру есть одно веломесто. Попадаешь сюда тоже по ключику своему. Ну, в общем-то, один ключ он у тебя и на калитку, и на домофон, и на велопарковку. Потрясающая спортивная площадка. Есть груша для битья. Это первый в мире настольный футбол, где стол стоит под уклоном. Смотри, ты кладешь шарик, а все скатывается сюда. Но они сейчас скажут, мы еще его не выровняли. А я им скажу, что как вы не выравниваете, но на щебень его ставить нельзя, он никогда там не выровняется. О, настольный теннис. Что? Настольный теннис хороший. О, площадочка. Вот. Площадочка хорошая. Здесь они придумали сделать грядочки. И здесь детишки будут выращивать капусту, помидоры. Очень здорово. Это общая крыша. Я бы сказала так, что это очень востребовано у жителей. Вот те, кто живет на последних этажах, конечно, они кайфуют, потому что особенно летом, когда хорошая погода, ты такой в ленту только смотришь Инстаграм с Новой Боровой. Кто-то вино, у кого-то шашлыки, у кого-то вечеринка, у кого-то просто отдых и релакс, кто-то просто загорает. Слушай, очень круто. Вот прямо за крышей вы большие молодцы. Нам этого не хватает в России. Это же У не нас всегда крыши. и не везде можно сделать. Логично, что крышу ты не будешь делать на 10-этажном доме, там, на 12, на 23. Это решение для вот 5, 6, 7-этажного дома. А почему ты на Когда 10-этажном не можешь делать? Ну, потому что тебе уже там не очень комфортно будет. Там и ветер. Я не видела нигде, чтобы такие террасы работали выше 10-го этажа, так точно. О, крытая беседка. Вот мы нашли еще красоту. Делайте во дворах столы, делайте беседки. У нас редко можно такое встретить, потому что люди боятся, что здесь будут кто-то собираться, сидеть. Люди, у которых есть выбор, где сидеть, где отдыхать, им нужны хорошие общественные пространства, которые конкурировали бы с кафе, там, с домом, с другими местами, где люди потенциально могли бы отдыхать. И вот когда есть такой вот классный стол, это здорово. Сюда можно выйти, поработать с ноутбуком. Еще все пахнет деревом. Я надеюсь, они его не покрасят, и он останется вот в таком виде. Добавить здесь светильничек, и будет вообще очень хорошо. О, Ну, вот какая такое. красота, потрясающе. А вот это Так. такая площадь, Да, кардио, расположена. поясница. Ну, кстати, вот эта штука, это американский такой Да. воркаут. Понятно, что мы его сделали по их проекту. Есть даже приложение, можно скачать его, ну, тут заниматься. Кстати, очень много людей занимается спортом. Такая мини-площадь для таких общественных мероприятий в квартале. Здесь, конечно, комфортно вечером, когда зажигаются огонечки. Тут появились заборчики вокруг газонов. Очень мило. Милая, ты стебешься, конечно, Естественно, да? стебусь. Зачем? То есть я Поэтому- только и хотел поэтому- радовался, и только хотел сказать. поэтому их нет больше ни в одном А квартале. здесь они зачем? Ну Это что это? глупость. Это глупость. Да. Забор — это глупость. Вот, Ты можешь прямо в камеру сказать, заборы — это глупость? Мы с ними Смотри, боремся. смотри, какие Мы с ними заборы. боремся. Вот это. Нет, вот такое Это решение, ну я согласна, Это глупость. что это решение, оно, ну нет в нем, наверное, Послушайте вот специалиста по заборам. обоснованности. То есть, ты можешь- Логично, что ну вот и решение без забора, в Подожди, принципе, ты можешь просто сказать, что это глупость и все? Слушай, ну я же не могу тебе в Хорошо. своем проекте сказать, Да. что это глупость. Это была наша ошибка. Это была наша ошибка, Во. которую мы исправили на всех остальных кварталах. Конечно, мы такое решение уже больше не делаем. Может Я бы показаться, выкрасил их в что желто-зеленый цвет еще. и желательно зебры. Ну, так, конечно. чтобы уже совсем Конечно, привлечь конечно. внимание. Ну, бордюр уже продолжайте красить. И люки. Ну, вот видишь, здесь видно уже кусочек О, демонтирования. здесь демонтируют забор. Начался демонтаж. демонтаж забора. Новая Боровая становится все лучше и лучше с каждым днем. С каждой Расцветает, минутой, расцветает. понимаешь, с каждой минутой. Я понял, как вы наполняете миски. Слушай, ну это ж в одном Да-да-да. месте, понял ты, а во всех остальных как? А это парковки для собак около магазина. Значит, представим, что я собака. Оп. Значит,
хозяин или хозяйка открывает загон. Значит, я туда забираюсь. И меня закрывают здесь. Вот. Все. А дальше можно идти в магазин. Тут, наверное, даже можно еды положить какой-то. В общем, хорошо быть собакой в Минске. Слушай, удивительно, что везде даже ключи на месте, никто ключ не украл. Приличные люди живут в этом районе. Это Завершим. просто дома, Это просто тауны. таунхаусы. Да, таунхаусы. Вот. Наконец-то, что-то нормальное. Супер. Ну, это Нет, это тоже комплимент. Смотри, Прям я так. Подожди, каким должен быть хороший район? Давай. Хороший район, вот у нас обычно как там спорят, да, там что это должны там какие-то многоэтажки или малоэтажные, там средние, там кварталы, не кварталы. Любой хороший район, самое главное, да, чтобы он у тебя был, это разные типы недвижимости. То есть у тебя Разные типы, да. круто, когда у тебя в одном районе есть там и квартиры, есть таунхаусы. А есть еще и коттеджи. Еще есть можно многоэтажку влепить, и будет вообще А вот замечательно. мы сейчас с тобой посмотрим. Здесь как раз Да. таки есть 4 типа Сделаем разных многоэтажку небоскреб. Можно назвать Есть. Око Варламова? Я запомню, где-нибудь Вот. точно. А вот дальше за каналом мы тоже пройдем туда. Чуть более такое типовое стандартное решение, трехподъездные домики. То есть, ну вот, в общем-то, то, Слушай, о нет. чем Да. ты только что сказал. Это разная этажность, это разные форматы, это разная площадь квартир, ну это, в принципе, разный подход к образу жизни. Вот Да. это то, я что бы получили тоже в реальности. Газовая труба где? Газовая, это косячок. Всё, ну, это опять вот. вот О вопрос. о чем речь? А ты даже не можешь ее покрасить в другой цвет, Почему? потому что тебя Мингаз не примет. Есть газ, как бы Мингаз и все остальные, а есть конкретный человек, который сюда приходит, нас принимает. У него есть свои пожелания, с которыми Да приходит. пошел нахуй с этими пожеланиями. Вот, примерно так вот сейчас Подожди. пытаемся донести. Да. Обязательство красить газовое оборудование в желтый цвет есть только на промышленных предприятиях. Не знаю, Это- мы, ну- мы Илья, перекрашиваем Илья. сейчас. с этим Слушайте, боремся. ну мы, вот я тебе честно скажу, мы 4 месяца с этим боролись. Так, здорово. Сколько здесь стоит домик? Вот здесь домики стоили в районе 300 тысяч долларов. Это дорого по минским меркам или нет? Это не дешево. О, ваши любимые безумные дорожки. Да. Я хочу посмотреть, как ты будешь сейчас Давай. по ней идти. Ну, так я еще и в каблуках по ней хожу, Да. между прочим. Жалко, ты Так не что, на каблуках. ну, я Удобно, да? могу Прямо тебе так фотку- приятно фотку идти. прислать. Вы делаете вот эти вот потрясающие дорожки, которые, они уже хрен знает как смотрятся, а поскольку здесь будут туда-сюда бегать дети, это будет еще хуже смотреться. А потом вы себе представьте, что сюда нужно будет постоянно вот с коляской подходить и уходить. Вот это все, оно будет так вот раскидано. Отсюда это вот эти камни никогда отсюда их никто не будет убирать. Здесь уже нет детских площадок во дворе. Вот здесь уже сейчас единственное, жители да. жарят шашлычки, Очень курочку, овощи. Здорово, всё. да? Только смотри, видишь, вы Давай. продумали, что гриль он под крышей Да. такой, а стол не под Смотри, крышей. ну для этого есть вон такие вот штуки, и вот там наверху такой же стол, и под крышей. То есть можно туда сходить. Туристически сердце квартала. Вот здесь и зона отдыха, и лежаки, и вон гамачки, и вот детская площадка туда вынесена одна. Ну вот, в общем, и тут еще 2 фонтана. Да. А сегодня нельзя каких-нибудь рыб запустить? Не знаю. Я думаю, что, ну, как бы... Чтобы можно было рыбачить. Блин, ну нет, но все-таки это для... ну, вот походить по нему можно, корабликов позапускать можно, но рыб как бы мелковато-то для рыб, понимаешь? Это был район Новая Боровая. Район действительно интересный, хороший. И, ну, если честно, вот, чтобы меня поправить, в Минске я не видел районов лучше. Здесь, конечно, не без косяков, есть над чем работать. Но это, что важно, да, это принципиально новый тип жилья. Вот, когда я говорю, что микрорайонная застройка, вот сам формат микрорайонной застройки, это уже прошлое, и что это в будущем проблемы для города, что это будущие такие вот гетто, с которыми придется что-то делать, решать, и нужно как-то
уже делать что-то по-другому, то тот формат застройки, который мы видим здесь, это огромный шаг вперед. То есть, наверное, это принципиально то, каким должна быть массовая жилая застройка сегодня. Да? Это вот, уникальная архитектура интересная, чтобы вот не типовой проект, который тиражируется из квартала в квартал, да? А здесь вот мы с вами походили, и каждый квартал он уникален. Это дворы без машин, да? Это наконец-таки у нас появились дворы, которые превращаются в хорошее общественное пространство, куда не страшно ребенка выпустить. Это нормальные подъезды, да, к сожалению, не везде решили вопрос со ступенями, но в принципе в этот подъезд не страшно заходить, ты не думаешь, что тебя кто-то там по голове ударит, там не хочется нассать, да? Показатель хорошего подъезда — это эксплуатируемые кровли. Например, в России это огромная проблема, да? Здесь делают эксплуатируемые кровли и превращают их в офигенные террасы, на которых летом жители там проводят время. Это грили во дворах, это столы, то есть это совершенно другое качество жизни. Поэтому Новая Боровая — большой лайк. Мне нравится то, что в Минске начала появляться хорошая застройка, хорошее жилье, поэтому вот те, кто все это делает, они большие молодцы. Я надеюсь, таких районов в Минске будет больше, и в следующий раз, когда я приеду, у меня глаза будут разбегаться от того, сколько хороших районов построили и сколько нужно репортажей сделать. На этом все. Всем пока. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, если до сих пор этого не сделали.